Всем привет! Сегодня я хочу пролететь над лагуной Нигель и рассказать вам, сколько здесь стоят дома и реально ли их купить простым смертным. Сейчас мы пролетаем над домиками. Средняя площадь этих домиков 250-300 метров. У большинства из них есть бассейн. В продаже сейчас есть только один дом, который стоит 1 миллион 450 тысяч долларов. Он без бассейна, и вид у него не на океан, а на каньон, на лагуну Нигель. Повторюсь, он стоит 1 миллион 450 тысяч. ХОА, это Home Association Fee, около 108 долларов. Это очень недорого. Сейчас мы пролетим в сторону других домиков. Они чуть поменьше по размерам, но у них нет своей территории. Да, там есть комьюнити пул, но своей территории нет, и есть общая стена с другими домами. Вот в одном из этих домов, кстати, живет медсестра. Сейчас у меня телефон перезагрузился, видео не вставлю. В другую погоду приеду, сниму, вставлю видео, покажу эту красоту. Возможно, скоро к ней опять приеду в гости, сниму еще раз новое видео. Вот, смотрите, эти домики, к которым мы сейчас подлетаем, их площадь где-то 170 метров. Это 2-3 bedroom домики с двумя санузлами, но у них, видите, есть общие стены. Сейчас в продаже всего один дом с видом на океан. Он стоит 1 миллион 390 тысяч. Я считаю, что это абсолютно неразумная цена. За что такая плата только за вид на океан? Но мне это сложно понять. Я очень люблю вид на океан, но есть на самом деле другие более интересные предложения, чем это. У меня сейчас подруга смотрит дома в Garden Grove. Дом смотрит, стоит 795 тысяч долларов. И в Тастине, вот куда я ездила зубы чинить, там стоит 850 тысяч долларов дом. Оба дома без каких-то совместных стен. У того, который подешевле, территория большая, в 2 раза больше, чем у того, кого в Тастинг. Но он был построен на 20 лет раньше, в 1950 году, а тот, который подороже, был построен в 1972 году. И у того, у которого большая территория, который подешевле, школы по рейтингу лучше. Здесь точно так же, как в России по прописке или по постоянной регистрации или временной, так и здесь школы четко по месту проживания. Ты должен предоставить документы либо на аренду, либо на собственность, на дом, чтобы доказать, что ты в этом районе живешь. К тебе могут прийти домой проверить, действительно ли там живешь. То есть все очень строго. Если ты переезжаешь, тебя могут из школы отчислить, ребенка в смысле. Вот, поэтому я не знаю, стоит ли переплачивать такие деньги за дом без территории. То есть это фактически дом в 2 раза дороже стоит, без территории и со стеной общей с другим домом, как по типу таунхаус одноэтажный, если можно купить чуть подальше отсюда полноценный дом, двухэтажный, с большой территорией. И, в принципе, даже посадить что-то. Потому что здесь, конечно же, никто ничего не даст посадить. Потому что здесь территория общая. Только ходи, любуйся на лужайку. Да, с одной стороны, никакой головной боли. За этими лужайками ухаживает комьюнити, куда ты платишь фи. Home Association. И, кстати, по поводу лужаек. Так, что хотела сказать. ХОА фи здесь 380 долларов. Это очень дорого в месяц. То есть получается практически в 3 раза дороже, чем в полноценном доме, чуть пониже. Очень важно смотреть дом, когда покупаешь, чтобы не было ХОА фи. Почему? Потому что там, где нет ХОА фи, там нет Home Association, и ты можешь сажать
и делать со своим участком все, что хочет. Например, я сейчас живу в таком доме, и поэтому у соседей здесь на участках черти что. Кто во что горазд, кто-то ухаживает, кто-то нет. Вот это наша любимая дорога, по которой я часто езжу. Вот эти дома с бассейнами. Из них продается только один сейчас за 1 миллион 450 тысяч. А вот эти вот с бассейнами не продаются. Один из них был продан за 1,5 миллиона в январе прошлого года. За последний год вообще в Калифорнии цены выросли на 30%. И дома продаются по большей цене, чем они выставляются. То есть даже идет конкуренция, и продавец решает, кому ему продать дом. То есть смотрит, естественно, предпочтение идет тем, у кого не через банк, а вся сумма наличных. И таких людей очень много, которые за полную стоимость выкупают сразу дом. Это к вопросу о том, что здесь в Штатах все загибаются, все очень плохо. Не знаю, здесь дома сейчас разлетаются как пирожки, и спрос очень сильно превышает предложение. То есть сейчас время не самое хорошее для покупки дома. Что будет дальше с ценами на недвижимость? Их обещают обрушить уже как несколько лет, что вот-вот он кризис, цены рухнут, а они все растут, растут, растут. И на дома, и на аренду. Платеж, кстати, когда берешь дом в кредит, такой же, как и когда ты арендуешь дом. Единственное, что все-таки приходится платить налог и все расходы. О, посмотрите, какие дома большие, красивые. И все расходы по уходу за домом приходится брать на себя. Так можно попросить подстричь пальму владельца дома, и он это оплатит, как вот мы сделали. А если дом уже твой, то все расходы ложатся на твои плечи. Это вот такой вот небольшой минус. Я вообще не уверена, что мы будем жить в Калифорнии. Может быть, мы переедем во Флориду. Может быть, еще в какой-то другой штат. Посмотрим. Может быть, и здесь останемся. Поэтому я пока покупкой дома не озадачена. У меня был такой вопрос в комментариях. Какой план дома мы собираем строить, какой участок. Я пока этим вопросом не занималась. Мне это в настоящий момент совершенно не актуально. То есть, видите, домики пониже, такие большие, полноценные, с территорией, стоят чуть дороже этих домов на холме, которые, по сути, это кондо. Это не полноценный дом, а кондо. То есть с совместными стенами с другими домами. Я бы, например, такой дом за такую цену, за 1 390 000, я бы брать не стала. Может быть, если бы он стоил около 600 тысяч, да, тогда можно бы было посмотреть. Здесь сейчас 600 тысяч только стоят апартаменты, чуть пониже. Помните, там комплекс был внизу. Это сейчас стоимость апартаментов. 600 тысяч. Возможно, выйдет на рынок дом, который дешевле, но сейчас здесь ничего нет. Такое огромное комьюнити. Один дом здесь, один дом внизу. То есть выбора вообще нет, поэтому и цены такие высокие. Это вдалеке виден океан, отсюда до него ехать 10 километров. Когда едешь в горку, немножко закладывает уши, потому что давление меняется. Вид из всех домов здесь потрясающий. Я здесь ездила на машине, если помните, я вам все это показывала. Здесь очень-очень живописно. То есть получается вид и на лагуну Нигель, и на океан, идеальная экология. Никогда не бывает жарко, поскольку здесь бриз от океана и плюс дома на высоте. Это у меня дрон немного подвис. Все-таки по какой-то причине здесь уходит сигнал, когда летишь пониже. Заодно посмотрим. Этот дрон автоматически начинает подниматься вверх и возвращается на то место, откуда прилетел. Он поднимается на 100 метров от начальной точки в высоту. Поэтому я была вынуждена подняться на гору и пустить дрон отсюда. Я попробовала спустить его снизу. Я живу здесь внизу, в долине. Он не поднимается выше 100 метров, а это выше этого холма.
То есть он не понимает, что это холм, он не распознает как холм. То есть нужно подняться на возвышенность и уже оттуда пустить дрон. Вон там вдалеке недвижимость подороже, там есть дома по 5 миллионов, вот я сейчас посмотрела. Возможно, в будущем мы туда подъедем, там слетаем, потому что там очень-очень красиво, намного красивее, чем здесь. Но дрон туда не летит, теряется сигнал, я попробовала несколько раз. И вот он у меня подвисает, показывает, что нет сигнала, поднимается и летит обратно. То есть здесь есть недвижимость на любой вкус. Люди покупают, арендуют, живут. В Оранж Каунти на улицах не живет никто, ни работники супермаркетов, ни тем более люди, которые зарабатывают 5, 6 и больше тысяч долларов в месяц. То есть, если человек работает, он может себе позволить и купить дом, либо апартаменты, и, естественно, арендовать. То есть, как правило, все, кто сюда приезжает, сначала арендуют, присматривают себе дом или землю, и потом уже строят и переезжают. Ну, за исключением, конечно, китайских миллиардеров. Тут больше всего, почему такая недвижимость дорогая, потому что сейчас идет большой приток иммигрантов из Китая, которые везут сюда миллиарды, и они скупают дома, не торгуясь. Конечно, не вот этот вот хлам, так сказать, внизу, а дома по 25 миллионов долларов. То есть в Китае сейчас все хорошо. Русские миллиардеры рядом не стоят, здесь такого нет ажиотажа. Да, здесь русские покупают дома дорогие, но их немного. Здесь сейчас в Оранж Каунти больше всего китайцев среди покупателей дорогой недвижимости. Это мы уже прилетели. Сейчас будем садиться. Там, кстати, вон внизу видите гольф-поля. У меня есть другое видео. Я его обработаю, выставлю, как я прям низко-низко над гольф-полями пролетела. Вот. Так домики вблизи выглядят. Вот такой из них шикарный вид. Вот посмотрите, вот здесь жить, это вот такой вот вид из всех домов на лагуну. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем отличных выходных. Пока-пока!